Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук такая нежная плюшечка рядом со своим Тэхёном. Слова про безопасное место не просто слова, и это так очевидно. Девятое место. Это такое движение собственника. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Не вырезали, а запретили?» Разоблачение того, почему Вигу исчезли из видео. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Нулевая дистанция, уже поцелуй. Седьмое место. Тэйкук – это бесконечно теплые взгляды, трепетные касания и нежность, с которой они оберегают друг друга. Шестое место. Поведение пары. Сравните. Внимание Чонгука на 90% и на 1000%. Чонгук. Всякий раз, когда Тэхён исчезает из его поля зрения на 3 секунды. Пятое место. Чон Чонгук – любитель снимать Ким Тэхёна при любом удобном моменте. Четвертое место. Я так люблю их любовь.
Третье место. Новости. К СМИ пишут, бразильская фанатка, преследовавшая Чонгука, получила условный срок и, вероятно, будет депортирована из Южной Кореи. Был обнародован приговор Западного окружного суда Сеула гражданке Бразилии, которая на протяжении месяца навязчиво преследовала участника BTS Чонгука. Женщину признали виновной в сталкинге и незаконном проникновении на территорию его дома. Ей назначили 1 год лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года. По данным суда, с декабря 2025 года фанатка не менее 22 раз приходила к дому артиста в районе Йонсан. Она подолгу дежурила поблизости в надежде встретить кумира, перебрасывала через забор различные предметы и оставляла письма. Наиболее резонансный эпизод произошел вечером 12 декабря. За несколько часов женщина 133 раза нажала на дверной звонок у дома Чонгука. На следующий день ее действия зашли еще дальше. Заметив, как курьер проходит через боковой вход на территорию дома, она дождалась его выхода и воспользовалась открытой калиткой, чтобы проникнуть внутрь владения артиста. Женщину задержали на месте. После освобождения полиция предупредила ее не приближаться к дому певца, однако это не помогло. Она продолжила приходить к его жилищу, звонить в дверь и оставлять различные материалы. Позже суд санкционировал экстренный запрет на приближение к дому Чонгука ближе, чем на 100 метров. Но и это решение фанатку не остановило. Уже в январе она снова появилась рядом с домом артиста и оставила там фотографии и распечатанные материалы. В результате ее вновь задержали и передали дело в суд. При вынесении приговора суд отметил, что женщина проигнорировала как предупреждение полиции, так и официальный запрет на приближение, а сам Чонгук настаивал на строгом наказании. Тем не менее, суд счел, что ее действия были продиктованы не желанием причинить вред, а навязчивым стремлением привлечь внимание артиста и выразить свои чувства. Также было отмечено, что она не проникала непосредственно в жилые помещения дома и что риск повторения подобных действий невелик. Одним из решающих смягчающих факторов стало то, что обвиняемая уже несколько месяцев провела под стражей и, как ожидается, после вступления приговора в силу будет депортирована из Южной Кореи. Он умеет быть разным и не стесняется показаться чудаком. BTS выпустили клип на песню «Merry Go Round» в сотрудничестве со Spotify. Группа выпустила видеоклип на песню «Merry Go Round» из своего 5-го студийного альбома «Arirang» 19 числа. Этот клип стал результатом особого партнерства с глобальной стриминговой платформой Spotify и доступен исключительно на этой платформе. В композиции «Merry Go Round» повествуется о бесконечном круговороте жизни, который можно сравнить с неустанно вращающейся каруселью. Клип к песне раскрывает ее смысл через использование черно-белой визуальной эстетики и символических элементов. В клипе участники BTS, каждый из которых жил своей отдельной жизнью, собираются в одном пространстве. Они путешествуют по своим временным линиям, чтобы встретиться, поделиться своими историями и восстановить утраченные связи. В финале видео выясняется, что место действия – это не просто здание, а огромная карусель, парящая в воздухе. Карусель вращается, словно погруженная в бескрайний океан, символизируя бесконечное движение участников группы вперед, несмотря на цикличность времени. В клипе «Merry Go Round» создатели переосмыслили карусель, которая уже появлялась в их видео на песню Spring Day 2017 года. Если в том клипе карусель символизировала ожидание и утрату, то здесь она предстает как миниатюрный мир, где собраны воспоминания участников. Это позволяет зрителям увидеть отсылки к прошлому BTS
одновременно иллюстрируя их путь к расширению горизонтов, используя карусель как символическую ступеньку. Группа готовится к европейскому турне, которое стартует в Мадриде, Испания. Тур охватывает 10 концертов в 5 городах, и билеты на все выступления были раскуплены задолго до его начала. Самое время залипнуть на эти руки. Еще один символичный момент клипа Merry Go Round – лошадь. В древних мифах и исторических записях Кореи лошади часто изображались как божественные посланники, соединяющие миры. Они переносили души между жизнью и загробной жизнью, служили проводниками между реальностью и духовным измерением. В Merry Go Round этот образ обретает новое звучание. Лошадь символизирует переход из периода ожидания и разлуки к воссоединению, из прошлого к будущему, из замкнутого круга к новому витку развития. Малыш и его мужчина. Еще одна интересная теория от фаната. У меня есть теория насчет этой последней сцены в музыкальном видео Merry Go Round. Огромная структура над каруселью – это паноптикум, который является метафорой военной службы. Паноптикум – это тюремная структура, предназначенная для тщательного наблюдения за заключенными, изолированными от их гражданской жизни и близких. То, что это было показано в этой структуре, означает, что пока они находились на этом этапе ограничений, они знали, что за ними наблюдают, но не знали, ждут ли их фанаты все еще там и поддерживают ли они их. Хотелось бы сказать вам, что это уже закончилось, хотелось бы уйти от боли. Здесь выражена их тревога по поводу того, что они не могут сказать фанаты, что военная служба закончилась, а им кажется, что это продолжается вечно. Почему нарезка овощей выглядит так сексуально? Peppa Lunch и Coca-Cola. Первая коллаборация и карточка Тэхёна. Сеть ресторанов Peppa Lunch запускает новое стейк-меню, которое сопровождается уникальной маркетинговой акцией, первым в истории бренда сотрудничеством с Coca-Cola. Новое блюдо – 1 Min Melt Tender Steak, стейк быстрого приготовления с напитком в комплекте. Позиционируется как доступный вариант для ценителей мяса. Эксклюзивный бонус. При покупке можно получить коллекционную карточку с изображением Ким Тэхёна. Количество карточек ограничено. Дополнительные позиции. В отдельных ресторанах появятся Corn Ribs, With Signature Sauce и Velvet Pistachio Cake. Сроки. Акция действует ограниченное время. Это сотрудничество подчеркивает растущую популярность кей-поп-культуры в маркетинге и открывает новую страницу в истории Peppa Lunch. Фанаты могут совместить гастрономическое удовольствие с пополнением своей коллекции сувениров.
Это был долгий и хорошо продуманный план. Шон Эванс делится впечатлениями о съемках Hot Ones с группой BTS. «Помню, как я впервые зашел в гримерку к ребятам поздороваться. Они встретили меня с такой теплотой и радостью, что это сразу создало невероятно приятную атмосферу. Даже несмотря на языковой барьер, между нами возникло какое-то особенное взаимопонимание, когда мы начали есть эти обжигающие острые крылышки. Например, Чимин кричал «Симон, Винг! Let us go, Винг!». Я тоже подхватил этот энтузиазм, и мы словно нашли общий язык. В этом процессе есть что-то по-настоящему универсальное. Даже если вы не говорите на одном языке, совместное поедание острых крылышек объединяет вас и делает друзьями, несмотря ни на что. Не ищите в официальном контенте хайп эти кадры. Их там нет, впрочем, как и всегда. Их отношения не для камер. Спасибо фанкамам, что поделились настоящим. Чонгук доминирует. Известный корейский медиа-канал K-Star Vibe высоко оценил исключительное глобальное влияние Чонгука в рамках своего ежегодного отчета. Обзор представил самых влиятельных и заметных звезд Корор в 2026 году, подтвердив, что эпоха сольных артистов достигла своего пика. Согласно отчету, Чонгук возглавил список самых известных айдолов Крор 2026 года, заняв первое место благодаря своему непрерывному доминированию в мировых чартах, стриминговых платформах и социальных сетях. Отчет описал его как мировой эталон поп-музыки, отметив, что его влияние больше не ограничивается только музыкой, а распространяется на формирование тенденций в поп-культуре и моде по всему миру, что сделало его именем, вызывающим наибольший интерес и вовлеченность во всем мире в этом году. Давайте-ка обсудим, почему Чонгук так удивился этому жесту, и не кажется ли вам, что произошел чмок в затылок? Домработница попросила аванс ради концерта BTS, работодательница подарила ей VIP-билет. Сингапурские СМИ рассказали историю домработницы, которая попросила у своей работодательницы аванс на зарплату, чтобы купить билет на концерт BTS, но в итоге получила VIP-билет в подарок. По данным сингапурского англоязычного издания Asiaone, 33-летняя домработница из Мьянмы недавно передала своей работодательнице рукописное письмо с просьбой выплатить часть зарплаты заранее. Она мечтала попасть на концерт BTS в Сингапуре и хотела использовать деньги для покупки билета. Получив письмо, 45-летняя предпринимательница и стример решила не просто выдать сотруднице аванс, а самостоятельно приобрести для нее билет на концерт. Чтобы увеличить шансы на успех,
Работодательница воспользовалась услугами посредников по покупке билетов, а также лично участвовала в процессе продажи через билетную платформу. Позже она вспоминала: «Я понимала, что спрос будет невероятно высоким и достать билет будет непросто, поэтому весь процесс покупки оказался очень волнительным». 3 июня ей удалось приобрести VIP-билет на концерт BTS. После этого она лично сообщила радостную новость своей сотруднице. На видео, которое впоследствии распространилось в социальных сетях, видно, как домработница, услышав новость, в слезах радости сбегает по лестнице и крепко обнимает свою работодательницу. Комментируя этот момент, работодательница сказала: когда она узнала об этом, ее переполнили эмоции. Она была настолько растрогана и счастлива, что ей потребовалось время, чтобы осознать, что это происходит на самом деле. Тэхён настолько хорош собой, что ему подходит абсолютно любой цвет волос. Обожаю эти детали. На форуме инноваций в пищевой промышленности 2026 глава Сиксин Анбён-ика заявил, что корейская кухня вступила во вторую волну мирового роста и уже стала полноценным глобальным гастрономическим трендом. В качестве примера он привел ресторан в Итэвоне, который стал особенно популярен среди иностранных туристов после того, как стало известно, что там ел Чангук. По словам Анбён-ика, сегодня иностранцы активно ищут не только знаменитые блюда вроде кимчи и жареной курицы, но и обычную корейскую еду, которую ежедневно едят сами корейцы. Он считает, что интерес к кей-фуд продолжит расти по всему миру, а влияние корейской культуры и таких артистов, как Чангук, играет в этом важную роль. Рожден быть диснеевской принцессой, но вынужден быть айдолом. Это был очевидный онлайн-флирт, который должен войти в историю. Когда Чангук дал ясно понять, чье это мороженое, и делиться он не собирается. Идеальное тело, созданное тренировками. Чангук раскрыл свою спортивную рутину. Чангук в рамках ежегодного фестиваля Феста, посвященного 13-летию дебюта группы, выпустил видео серии Normal Luck, чем привлек внимание фанатов по всему миру. В видео показана вечерняя тренировка Чангука. Он рассказал: «Обычно я начинаю тренироваться между 10 вечера и полуночью. Это часть моей повседневной рутины. Сегодня я покажу вам, как проходят мои вечерние тренировки». Во время занятия он прорабатывал мышцы верхней части тела,
выполняя подтягивания, тягу верхнего блока, отжимания на брусьях, жим от груди и другие упражнения. Затем он перешел к подъемам рук в стороны, тяге сидя, жиму гантелей над головой, сгибанием рук с гантелями, упражнением на предплечье и пулдауну на руки. Чангук отметил: обычно я делаю это 2 или 3 подхода. Думаю, у каждого человека есть свой метод тренировок, который подходит именно его телу. Он также добавил, что предпочитает упражнения, которые задействуют все тело, и старается выполнять их с максимально правильной техникой. Мощная аура. Фан-проект парижских фанатов под названием «Океан сердец» призван создать незабываемый момент единства и любви на стадионе Стад де Франс во время исполнения песни «Come Over». 18 июля 2026 года десятки тысяч фиолетовых сердец, каждая из которых несет одно из 7 посланий, придуманных, предложенных и выбранных фанатами для участников, будут подняты перед бомбочки или фонариками телефонов, образуя огромное море светящихся сердец, видимое BTS со сцены. Каждый вклад, даже символический, поможет превратить стадион Стад де Франс в бескрайнее море фиолетовых сердец, наполненных посланиями любви, благодарности и поддержки группы. Второе место. Это так интимно. Когда ваше желание осязаемо. Сквозь года. Первое место. Idol, мировая знаменитость по профессии, бойфренд по призванию. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.